Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать вот такой головной убор. Шляпка с полями. Вот этот узор многие из вас знают. Вот, затем поля можно выбрать любой рисунок из каймы, схемы каймы. Можно от салфетки взять, от любой, который вам понравится, и связать поля. Также расскажу, как я ввязываю ригелин. Украсить можно всем чем угодно. Можно лентой, можно пайетками. Вот пайетки разные есть. Вот, допустим, на какой-то клин пайетки какие-то пришить. Либо, какой цвет будет. Либо тесьмой какой-то украсить. Можно связать любое украшение. Вязать панамку или шляпку, как угодно. Я буду вязать на манекен, окружность головы которого 47 сантиметров. Вот на этот манекен. Значит, перед вами таблица, которой мы постоянно пользуемся. И вот здесь в 47 размере вот эта окружность головы, колонка. И здесь диаметр донышка. Но я этой колонкой не пользуюсь. Почему? Потому что я от окружности головы на плотность облегания убираю от 2 до 6 сантиметров. То есть от 47 сантиметров я отнимаю. В данном случае я возьму 2 сантиметра отниму. Получается 45 сантиметров. В принципе, из этого числа донышко можно не высчитывать. Оно есть в таблице. Вот. 45, 14,3 или 14 сантиметров. Вот. Значит, диаметр донышка 14 сантиметров. Это вот здесь. То есть от центра донышка вот сюда и сюда 14 сантиметров. Можете сами высчитать. 45 разделить на 3,14. И у вас получается 14 сантиметров. Вязать я буду нитками гамма. Это ирис, 100% хлопок. В 10 граммах 87 метров. И крючком 1,5 миллиметра. Для начала делаем скользящую петлю. И вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь в это кольцо вывязываем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. И так далее. То есть с петлями подъема вот с этими. Вот у вас 3 воздушные петли подъема. И должно быть еще 15 столбиков с одним накидом. В итоге у вас должно получиться 16 столбиков с одним накидом. Вяжем далее самостоятельно.
Ну вот, связала я в итоге 16 столбиков с одним накидом. Проверьте обязательно. Давайте считать попарно. Так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь хвостик затягиваем. И соединяем в самую последнюю петлю подъема. Вот сюда вершину. Вот таким образом. Теперь вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Которые нам заменят столбик с одним накидом. И одну воздушную петлю, это будет арка. Накид. В следующую петлю вяжем столбик с одним накидом. Я вяжу вот таким образом, чуть-чуть левее. Прокалываем. Вот так. И тогда у меня столбики получаются над столбиками, не съезжают в сторону. Воздушная петля, накид, столбик с одним накидом, воздушная петля. И так вяжем по кругу. Заканчиваем мы второй ряд. Вот я связала столбик с накидом и одна воздушная петля. И соединяем так, чтобы одна воздушка здесь осталась. То есть в третью петлю подъема. Закончили второй ряд. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же вяжем еще один столбик с одним накидом. Одна воздушная петля, накид. Над следующим столбиком вяжем 1 и сразу же вяжем второй. Одна воздушная петля, накид. Над следующим столбиком вяжем 1 и второй. Одна воздушная петля. То есть над каждым столбиком у нас будет по 2 столбика. И так вяжем по кругу. Заканчиваем мы третий ряд. Самую последнюю петлю подъема соединяем. Вяжем четвертый ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Над столбиком вяжем столбик с одним накидом. И теперь мы вывязываем 2 воздушные петли. Накид. Над столбиком вяжем 1. Над другим столбиком вяжем еще 1. И 2 воздушные петли. Накид. Над столбиком 1. Сразу же второй. И 2 воздушные петли. Вот. И так вяжем по кругу. Кстати, не забудьте проверить, чтобы над каждым столбиком у вас было по 2 столбика.
Довязываем мы 4-й ряд. Вот связала последние 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И в петлю подъема в последнюю соединяем. И вяжем 5-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. В эту же петлю вывязываем столбик с одним накидом. А над следующим столбиком вывязываем только один столбик с одним накидом. То есть у нас над 2 столбиками получилось 3. 2 воздушные петли, накид. Над первым столбиком вывязываем 1 накид. И в эту же петлю вывязываем еще 1. А над следующим столбиком вяжем только 1 столбик. Вот 3 столбика у нас получилось. 2 воздушные петли, накид. Значит, над первым столбиком вяжем 2. Вот сюда в петлю. 1 накид. Сюда же 2-й вывязываем. А над следующим вяжем только 1 столбик. И 2 воздушные петли. И так вяжем по кругу. Вот в 5-м ряду я связала последние 3 столбика над 2. Вывязываю 2 воздушные петли. И в последнюю петлю подъема соединяем. И вяжем 6-й ряд. Опять 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Сюда же вывязываем столбик с одним накидом, еще 1 накид. Над 2-м столбиком вывязываем еще 1 и над 3-м столбиком вывязываем еще 1. То есть у нас теперь над 3 столбиками получается 4 столбика. 2 воздушные петли, накид. Над первым столбиком вывязываем 1 накид. И сюда же вывязываем еще 1. Над следующим столбиком вывязываем только 1. И над следующим еще 1. 2 воздушные петли. Надеюсь, это понятно, что над первым столбиком вяжем 2 столбика. Вот 1. Сюда же 2. А дальше по одному. Вот 1. И сюда 1. Вот. И так вяжем по кругу. Вот 2 воздушные петли. И в последнюю петлю подъема соединяем. И переходим к 6-му ряду. 1, 2, 3. 3 воздушные петли. Накид. В это же место
вывязываем еще один столбик с накидом. В следующий столбик, вернее, над следующим столбиком вывязываем еще один. Над следующим тоже один столбик. И над следующим столбиком еще один. То есть в итоге у нас теперь 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом. Вывязываем 2 воздушные петли. И над первым столбиком вывязываем 2 столбика с одним накидом. 1. И сюда же второй. А дальше по одному столбику. Вот над следующим 1. Следующую петлю тоже 1. И сюда 1. 2 воздушные петли. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем по кругу 6-й ряд. И заканчиваем мы ряд очередной. 2 воздушные петли. И соединяем верхнюю, то есть последнюю петлю подъема. Как вы заметили, расширение донышка идет за счет того, что над первым столбиком мы вывязываем 2. Вот над первым столбиком 2 вывязываем. И у нас идет расширение. Значит, вы увеличиваете количество столбиков. Оно может быть разное. Я вот не знаю, сколько у меня получится. Вот в данный момент у меня 5 уже столбиков. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. Может быть 6, 7, 8 и далее. Любое количество столбиков может быть вот здесь. Главное, чтобы у вас диаметр донышка был столько сантиметров, сколько вы высчитали. Вот я буду вязать 14 сантиметров. Вот здесь. Уж сколько у меня там столбиков будет, я не знаю. Итак, далее вяжете самостоятельно, расширяете клинья, и за счет этого у вас увеличивается донышко. Итак, как я вам уже говорила, я должна была провязать диаметр 14 сантиметров. Вот, 14 сантиметров я связала. И у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков. У вас может быть любое количество. И 9, 10, в зависимости от того, каким вы крючком вяжете и какой толщины у вас нитки. Дальше. Теперь мы вяжем следующим образом. Точно так же вывязываем 1, 2, 3. Накид. Над этим же первым столбиком вывязываем еще один столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. То есть в этом ряду у нас должно быть столько же столбиков, сколько и в этом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в этом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Один столбик мы не довязываем. У вас может быть любое количество столбиков. Вот я вам уже показывала. 8, там, 10, 11, 12 и так далее. Но после того, как вы довязали диаметр донышка, дальше вы постоянно ведете то количество столбиков, вывязываете, которое у вас было. Опять 2 воздушные петли, накид. Над первым столбиком вывязываем 1 и еще 1. То есть вяжем так же, как и ранее. Над следующим вяжем еще 1. Это уже 3, 4, 5, 6, 7, 8. Столько же, сколько и здесь. И опять 2 воздушные петли. Итак, мы далее вяжем. Значит, вот этот ряд мы должны отметить, что от него у нас уже столбики не прибавляются. Сколько мы должны вязать? Вот у нас таблица. Значит, на 47 размер, вот я вязала на 47. Глубина шапочки от 16 до 17 сантиметров. То есть от макушки, вот отсюда, и вниз — 16-17 сантиметров. Мы донышко связали, значит, нам нужно выяснить вот эту длину. Надо найти радиус донышка, вот эту часть. Мы должны 14 сантиметров разделить на 2. Получается 7 сантиметров. Это радиус. И теперь от 16 или 17 сантиметров берите любую цифру свою. Допустим, вот я возьму 16 минус 7. Получается 9. Вот эта высота 9 сантиметров. Вот. И мы с вами должны вязать, не прибавляя, не убавляя, по прямой, по крайней мере в моем случае 9 сантиметров. У вас может быть другая цифра, в зависимости от того, какого размера головной убор вы вяжете. Вот, в моем случае это 9 сантиметров. Значит, я теперь буду вязать. Вот, начиная от этого ряда.
9 сантиметров. Далее вяжите самостоятельно. Довязала я этот ряд уже без прибавления столбиков. То есть здесь у меня 8 и здесь 8. Сейчас вам покажу еще раз принцип. Значит, вывязываем 3 воздушные петли. Точно так же вывязываем сюда же еще один столбик с одним накидом. Над следующим столбиком вывязываем только один. Это у нас 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. И 8. Вот над одним последним столбиком мы не довязываем. 1, 2. И опять над первым столбиком вяжем 1. Сюда же второй. В следующую петлю 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Все, здесь мы уже не вяжем. И опять 2 воздушные петли. Итак, мы должны вязать вот от этого ряда вниз по прямой, как я уже сказала, столько сантиметров, сколько у вас высчитано. Ну и все, дальше вяжем самостоятельно. Итак, довязала я головной убор. Вот у меня 9 сантиметров. Это от донышка по прямой. Вот эти 9 сантиметров у меня. Теперь мы будем с вами вязать поля шляпки. Для этого набираем одну воздушную петлю и обвязываем край столбиками без накида. Вот. Так мы обвязываем столбиками без накида. В таком количестве их должно быть, чтобы они делились на 14. Вот я сейчас раскидаю эти столбики, чтобы у меня было такое количество. И у кого в вязании 8 столбиков с накидом, я, чтобы вы не мучились, расскажу, где я делала убавление. А остальные рассчитывайте сами, если у кого другое количество. Ну вот, распределила я петли таким образом, где маркеры у меня по 7 столбиков без накида, а здесь оставила по 8. И здесь провязала в отверстие по одному
столбику без накида. То есть у меня количество столбиков без накида n, деленное на 14. Вяжем следующий ряд полей. Вывязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3. И одну петлю будет арка. 2 накида. И теперь лучше под петлю вводить крючок, удобнее будет. Вывязываем столбик с 2 накидами. 1 воздушная. 5, 2 накида. Под следующую петлю тоже столбик с 2 накидами. 1 воздушка. И так далее вяжете. И у вас столбиков с 2 накидами должно быть тоже такое же количество. То есть должно делиться на 14. Дальше вяжите самостоятельно. После того, как довязали ряд столбиками с 2 накидами, вот здесь у нас 1 петля была для арки, а в 4-ю петлю подъема соединяем. Значит, что хочу сказать. Обязательно пересчитайте столбики, чтобы у вас было их такое количество, которое делится на 14. Иначе в дальнейшем вы ошибетесь в рисунке. Вяжем следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. 1 столбик пропускаем. В следующий вяжем столбик без накида. И вот эту арку отмечаем. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петли. 1 столбик пропускаем. Над следующим вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик пропускаем. Над следующим вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 1 пропустили. И столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 1 пропускаем, столбик без накида. Так, 1, 2, 3, 4 арки только. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Вот это раппорт у нас. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 воздушные петли. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5. И вывязываем столбик без накида. А в эту арку крепим маркер. Вот и так повторяете. То есть после этой арки из 5 воздушных петель у вас дальше пойдет 6 арок.
1, 2, 3, 4, 5, 6 сюда из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Столбик пропускаем. Следующий вывязываем столбик без накида. Все, дальше обвязывайте этот ряд самостоятельно. Заканчиваем ряд. Вот у нас арка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 арок из 4 воздушных петель. И вот 6-я арка. 4 воздушные петли. И вот первая арка, где начиналась, сюда соединяем. Соединительной петлей. Ряд закончили. Вяжем следующий ряд. В арку, где находится у нас маркер, вяжем столбик без накида 1, столбик без накида 2. Давайте маркер уберем. Теперь вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида. Опять 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Сюда же столбик без накида 1 и еще 1. Вот у нас получается над большой аркой 3 раза по 3 воздушные петли. Здесь и здесь 2 столбика без накида. Переходим в следующую арку. Вывязываем столбик без накида. И вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. У нас получается 1, 2, 3, 4. Еще 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Вот, значит, в предыдущем ряду у нас было 6 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в этом ряду 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку, вот где у нас маркер, вяжем столбик без накида. 1 и еще 1. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1 столбик. И сюда же 2. Провязали. 1, 2, 3. 3 раза по 3 воздушные петли. Опять в следующую арку столбик без накида. 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. В арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида.
1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Сюда вяжем столбик без накида 1 и 2. И опять вывязываем точно так же, как над этой аркой. Вот проверьте: 1, 2, 3, 4, 5. На одну арку стало меньше. И так вяжем по кругу. Довязываем очередной ряд. Вот, заканчиваем. Значит, провязали 5, 1, 2, 3, 4, 5 арок. Соединили сюда в последнюю 6-ю арку. И дальше соединяем вот таким образом. Теперь вывязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И цепляемся вот в серединку вот этого элемента столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В арку из 4 воздушных петель вывязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вывязываем в арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Значит, вот у нас получилось 4 арки из 4 воздушных петель. А вот эти 2 арки 5 воздушных петель. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И крепимся к среднему элементу. Вот сюда. Столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 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 Столбик без накида. Значит, 2 арки, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И опять в серединку столбик без накида. Вот и так обвязываем шляпку этим рядом. Обвязывайте самостоятельно. Довязали мы с вами очередной ряд. Вот. 2 арки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 из 4. Переходим в первую арку. Вот сюда. Вывязываем столбик без накида 1. Столбик без накида 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Еще один провязываем столбик
И переходим в следующую арку. Столбик без накида 1, второй. 1, 2, 3 воздушные. Столбик без накида 1, 2, 3. Сюда же столбик без накида 1, 2, 3. Столбик без накида. Еще один столбик без накида. В следующую арку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вывязываем арку. 1, 2, 3, 4. Еще одну. 1, 2, 3, 4. И еще одну. Теперь у нас получилось вот 2 арки с 3 элементами. А здесь 3 арки из 4 воздушных петель. И опять переходим в арку из 5 воздушных петель. Вяжем столбик без накида 1, второй. 3 воздушки. 1, 2, 3. В арку вывязываем. 1, 2, 3. Еще один. 1, 2, 3. Еще. Один. И сюда же еще один столбик без накида. В следующую арку 1, второй. 3 воздушки. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Еще один столбик без накида. И в следующую арку вывязываем столбик без накида. 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. И соединяем в следующую арку. Вот. И у нас получается вот такой узор. Дальше вяжите самостоятельно по кругу. Довязали мы очередной ряд до конца. Вот последние 3 арки. И в первый столбик без накида соединяем. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В среднюю арку вывязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В среднюю арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в арку из 4 воздушных петель вывязываем столбик без накида. Вот теперь у нас получилось 3 арки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Столбик без накида.
Вот, а этих арочек у нас получилось только 2 уже. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в серединку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Сюда столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4. В арку вывязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И следующую арку тоже столбик без накида. И опять 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Все. Итак, мы обвязываем по кругу. Довязали мы очередной ряд. Переходим к следующему. Как вы уже поняли, принцип один и тот же. Переходим в эту арку. Вот, значит, у нас 2 арки по 4 петли осталось. Переходим в эту арку, вяжем столбик без накида 1, столбик без накида 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Еще один столбик без накида. В следующую арку переходим. Столбик без накида 1. Столбик без накида 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. Вывязываем столбик без накида. 1, 2, 3. Сюда же столбик без накида. 1, 2, 3. Так, 3. Сюда столбик без накида и еще один. Следующую арку вяжем точно так же. Столбик без накида 1 и столбик без накида 2. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. Так, 3 арки мы связали. Теперь в следующую арку переходим. Столбик без накида. 4 воздушки. 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. Все, у нас осталась последняя одна арка. Переходим в следующую арку из 5 воздушных петель. Вот столбик без накида связали. Связали второй. 1, 2, 3. И вяжем точно такой же элемент. Значит, что хочу сказать, на что обратить ваше внимание. Если вы хотите, ну, мы еще дальше будем продолжать. Но если вы хотите, чтобы у вас поля были широкие, намного больше, значит, именно этим рисунком, значит, что вам нужно сделать? Вам изначально нужно увеличить количество этих арок в самом первом ряду. И вот у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вы сделаете там 9 или 10. И тогда у вас этот ананас будет шире и больше. И за счет этого
эти тоже будут продолжаться элементы. И за счет этого ананаса, за счет большего количества арок вот здесь, у вас поля будут намного шире. Это уже выбирать вам. Ну вот пока свяжем для образца такие небольшие поля. А дальше уже вы можете думать сами. Все, так вяжем по кругу. Довязала я последнюю арку. Вот одна осталась. Вот в столбик без накида. Ввели крючок и соединяем. Все, мы поля закончили. Давайте я вам еще раз расскажу и покажу, как рассчитать, чтобы поля у вас были шире. Достигается это за счет арок ананаса. Вот у нас ананас идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И одна арка из 5 воздушных петель. И тогда количество петель должно делиться на 14. Поскольку мы будем увеличивать только вот эти арки, значит, у нас будет уже не 14, вот будет уже 7, допустим. Одну мы прибавим. 7 арок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и еще одну. Тогда у вас должно n делиться на 16. Если у вас этих арок будет 8, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тогда вы еще 2 петли прибавляете. У вас должно быть n деленное на 18. И так далее. Вот. И за счет этого ананаса, а это остается постоянный, и за счет этого ананаса он будет шире, и, естественно, поля будут больше. Вот, и теперь переходим к ввязыванию ригелина. Что такое ригелин? Это вот такой материал жесткий. Вот у меня есть черного и белого цвета. Значит, жил в нем может быть, вот у меня 4, может и больше быть. Вот. Белый я не буду трогать. Буду пользоваться черным, потому что я уже им пользовалась. Вот он продается метражом. И вот внутри у него, неважно какого он цвета, у него, можно сказать, рыболовная леска. Только очень толстая. Можно, конечно, взять самую толстую рыболовную леску и попробовать ею. Берем ножницы и отрезаем вот по оплетке. Вот они вытаскиваются. Вот. Я буду вязать, обвязывать ригелином в 2 нити. Вот этих. Эту и эту. Петлями перехода переходим в среднюю арку.
Вот, дошли мы до средней арки. После того, как мы с вами перешли в среднюю арку, берите ригелин, причем берите так, чтобы они были вот таким образом, то есть один длиннее, один короче, хвостики. В дальнейшем я вам покажу, для чего это нужно. Значит, вот здесь не экономьте, оставьте, а то может выскочить. Вот у нас ригелин лежит сверху. И провязываем петлю. Затем вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вводим крючок в среднюю арку и провязываем столбик без накида. Далее вяжем опять 1, 2, 3, 4, 5. И опять цепляемся к средней арке. 1, 2, 3. Смотрите, чтоб не выскочило. 4, 5. А теперь цепляемся. Вот единственная арка у нас осталась. Вот в нее цепляемся. И опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И к средней арке прикрепляемся. Что бы мне хотелось вам еще сказать. Когда вы начинаете ввязывать ригелин, вы его заранее не отрезайте от общего мотка, потому что вы не знаете, какой длины он вам понадобится. Поэтому для начала не отрезайте, а просто ввязывайте. Вот довязываю я до конца первый ряд. Вот ввязала ригелин. И в самую первую петлю соединяем. Вот, соединили. Теперь вот эта сторона у нас не отрезана. Значит, вам нужно шляпку растянуть, поля, именно в эту сторону. Вот, вытягиваем сюда, растягиваем. Поэтому я говорила, чтобы вы ригелин не отрезали, потому что вы не знаете, какой длины он у вас понадобится. Ну вот, растянете вы поля, придадите форму, которая нужна, и только после этого отрезаете ригелин. Ну вот так.
Ну вот, после того, как, значит, вы придали полям форму, вот эти хвосты оставшиеся закройте еще одним рядом столбиками без накида. Вот и так обвязываете и закрываете эти хвостики. Ну вот, довязала я шляпу, украсила ее тесьмой змейка. Вот в отверстие проложила, завязала бант. Можно так украсить. Можно взять, вот пластиковая тесьма в магазинах продается. Пришить ее вот таким образом. А можно украсить обычной лентой атласной. Вот я взяла атласную ленту широкую. Вот, и сложила ее вот так пополам и еще раз пополам. Сюда продела в отверстие, а потом завязала бант. Вот таким образом. Еще продаются пайетки. Вот такие блестящие. Вот они в пакетиках разные. Есть. Можно здесь украшения не делать, а, допустим, украсить пайетками. Естественно, вы можете сюда просто связать крючком какое-то украшение, цветок и украсить. Это дело на любителя. Что еще хочу сказать? Головной убор я не крахмалю. Вы же, когда вяжете осенний или зимний головной убор, вы же его не крахмалите. Вот. Вы его связали и надели. Точно так же это не надо крахмалить. Вы его связали, сняли, и пусть лежит себе смятая. А потом одели, и все дела. Все. И не нужно крахмалить. Ну, это мое личное мнение. Ну вот, вроде как и все теперь. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.